Добрый день. Тема сегодня — порнозависимость, порнофилия. Что же с этим делать? Начну я, наверное, издалека, с высказывания Фрейда, тут без него никуда, Зигмунд Фрейд. Он говорил, что мастурбация является первичной зависимостью. И в процессе этого видео я разделю два этих понятия. Есть понятие мастурбация, есть понятие порнозависимость, порнофилия. Это две разные вещи. Об этом я сейчас как раз и буду рассказывать. Но вернемся к фильмам для взрослых. Зачем люди их смотрят? Да, наверное, мы все прекрасно понимаем, чтобы получить положительные эмоции, снять стресс, выпустить пар, чтобы внести яркость и краски в нашу жизнь. Опять же, это является зависимостью. Как и любая зависимость, алкогольная, наркотическая, курение, сладкое есть. Любая зависимость деструктивно влияет на нашу психику и несет вред. Человек становится подневольным. Он не может контролировать свои чувства, эмоции, свое состояние, свои действия. У него есть зависимость. Все, он уже переключился, ему нужно срочно это сделать. А если он это не сделает, с ним будет что-то плохое. И он любыми путями это делает. Это я сейчас говорю про порнозависимость, про порнофилию. Вообще просмотр порно — это простой и очень быстрый и эффективный способ получить дофамин. Дофамин — это нейромедиатор, это такой гормон для счастья, для радости. А что, посмотрел порно, включил, посмотрел, помастурбировал, получил дофамин. У тебя прилив счастья, радости, но он моментальный, он быстро проходит, а потом уже у некоторых возникает вина, обида, стыд, там много-много комплексов. И все-таки вернемся к тому, что это является зависимостью. А зависимость — это плохо. И я надеюсь, вы это прекрасно понимаете. Вообще-то также это связано с нейропластичностью, с функцией нашего головного мозга. У нашего головного мозга есть две памяти. Есть рабочая память, а есть долговременная память. И в долговременной памяти хранится все самое важное. И когда человек, включил фильм для взрослых, помастурбировал, произошло семяизвержение, и у него зафиксировалась в долговременной памяти ассоциация, то, что было хорошо. Он включил, посмотрел, помастурбировал, он получил заряд положительных эмоций, дофамина, бесплатную, это эффективный, быстрый способ этого нейромедиатора, и у него это зафиксировалось в долговременной памяти. И в процессе жизни человек, когда становится плохо, когда он заскучал, когда у него стресс на работе, когда у него проблемы в семье, как ему получить быстро этот дофамин? Включить порнофильм, помастурбировать и тем самым получить это счастье, ради которого он смотрит эти фильмы. Тут еще вопрос заключается в том, что про мастурбацию. Мастурбировать не вредно. Мастурбация — это нормальное явление, и все люди этим занимаются. Наоборот, если человек не занимается мастурбацией, и у него не происходит семяизвержение, эякуляция и так далее, это уже какой-то физиологический дефект, либо психологический дефект. Но вопрос тут заключается в балансе. А сколько же нормально мастурбировать 5 раз в день, раз в неделю, раз в месяц, раз в год? И тут самое главное — это у каждого свои характерные особенности, у каждого свой тип характера, тип сексуальности и так далее. И тут нужно понимать баланс. Но когда это превращается уже в навязчивую идею, без которой уже невозможно жить, это уже зависимость. И это уже порнозависимость. То есть человек любыми путями пытается, остается дома один, уходит с работы. Да, всевозможные методы, вы их сами прекрасно понимаете, не ищет сексуального партнера, у него проблемы в семье с женой, с девушкой, с парнем. Кстати, у мужчин и женщин все то же самое про порнозависимость, про порнофилию. Когда любыми путями пытается получить тот самый дофамин, тот самый гормон радости и счастья, это является зависимостью. Также причины порнозависимости, их подразделяют на 3 уровня. Это физиологический, это психологический, это неврологический. Неврологический переходит плавно из психологического уровня. Психологический уровень порнозависимости — это вредный образ, деструктивный образ жизни, это плохое питание, вредные привычки, это сидячий образ жизни, малая активность. Психологический уровень — это различные комплексы, страхи, познакомиться с девушкой, наладить отношения с женой.
всякие психологические проблемы. У каждого человека их много, и они есть, и тут все индивидуально. А неврологические, это уже связано, как я уже говорил, с нейропластичностью, с тем самым гормоном дофамином, ради которого люди там смотрят порно и получают гормон радости, счастья. Также важно понимать то, что для нормальной стадии сексуальных отношений, есть 3 стадии. Это платоническая стадия, это эротика, это сама уже сексуальная стадия. И важно проходить их все 3 в процессе жизни с женой, общения с девушкой, ну, чтобы был нормальный секс, грубо говоря. Опять же, во время стадии сексуальных отношений, возможно, и отказы даже будут, и это нормально. Но когда люди смотрят порнографию, там всего одна стадия сексуальных отношений, это сам секс. А платоника и эротика уходят, их как бы нет. И тем самым человек уже начинает воспринимать сексуальную жизнь за норму, это когда всего одна стадия сексуальных отношений. Когда платонические чувства, когда любовь на расстоянии, когда думать о своей любимой либо любимым он убирает. Когда он убирает также стадию эротика, это прикосновение, это массаж, это разговоры, это близость, но не интимная близость. Он также ее убирает, и остается только стадия секс. И тем самым при просмотре порнофильмов человек себе внушает то, что вот это нормально, я это вижу в порнофильмах, так и должно быть. И потом уже в процессе жизни проецирует эту модель поведения на свои отношения с женой, с девушкой, с парнем, ну смотря кто есть. В общем, давайте подытожимся. Порнозависимость — это все-таки зависимость, которая деструктивно влияет на нашу психику. И чтобы избавиться от любой зависимости, нужно старую нейронную сеть, старую нейронную связь, которая была сформирована до этого, разрушить, даже не разрушить ее, уменьшить, а создать новую нейронную связь, чтобы получить новым способом эмоции, снять стресс, получить удовольствие. Все это сделать возможно другими путями, только не мастурбацией, только не порнозависимостью. Вот в принципе и секрет успеха. Опять же, сколько людей, столько и техник, чтобы к этому прийти. Тут самое главное — это опять же повышать уровень осознанности, бросить вредные привычки, заняться самоконтролем, заняться вниманием, куда оно уделяется, заняться здоровьем, заняться психологическим здоровьем, физиологическим здоровьем. Но если все это не помогает, то нужно тогда обратиться к специалисту, который в этом деле поможет. Опять же, тут вся ответственность полностью лежит уже на том человеке, у которого есть порнозависимость. Если у него есть желание, если он понимает то, что это негативно влияет на его жизнь, то с помощью специалиста он может решить данную проблему. Но если же он не хочет этого делать любыми путями, и у него есть вторичная выгода этого не делать, то тут уже ничего не поможет. Тут уже нужно сначала осознать, принять это, понять, какая вторичная выгода, избавиться от этого. Ну, грубо говоря, чтобы человек уже сам захотел от этого избавиться. Когда он сам захочет, он найдет время, силы, средства, специалиста, чтобы от этого избавиться. Я работаю с людьми, применяю техники нейротехники, также технику ДПДГ при зависимостях, опять же при порнозависимости. Также тут хорошо подходит это идти к психологу, это изучать себя, разбираться со своим психологическим состоянием, ну и также и с физиологическим состоянием. Потому что мы знаем, что психика связана с телом, а тело связано с психикой, это психосоматика, это одно и то же, это неразрывные такие части, неразрывные такие вещи. В принципе, наверное, у меня все про порнозависимость. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, буду на них отвечать. Всем большое спасибо, с вами был Сергей Витищенко. До свидания.